Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Дом моды Том Форд. Его основатель не раз называл создание женской одежды самым тяжелым и жестким бизнесом в мире. Однако это ничуть не мешало выходу в свет заметных, блистательных, стильных образов, настоящих хитов фэшн-индустрии. Вот и сегодня, в рамках недели моды в Милане, креативный директор Питер Хокинс представил для бренда коллекцию «Осень-зима 2024-2025», которая незамеченной точно не останется. Это уже вторая самостоятельная работа дизайнера на руководящем посту. В прошлом сезоне его дебютная линейка стала сборником лучших хитов модного дома, но в новой обработке. Хокинс сотрудничал с Томом Фордом почти 25 лет. И сейчас он не просто последователь отца-основателя марки, а его воспитанник и первый ученик. Питер больше занимался в компании мужской линией, а вот в последнее время участвовал абсолютно во всех процессах подготовки сезонных показов. От выбора и закупки тканей до стилизации шоу. Поэтому неудивительно, что именно ему Том и передал бразды правления. Нынешний ведущий дизайнер хоть и продолжает отчасти повторять и дублировать энциклопедию кодов именитого дома Том Форд, но все же стремится найти свой собственный стиль. Да, здесь по-прежнему в основе модного гардероба 4 важных элемента – гламур, сексуальность, провокация и красота, которые сопровождали не раз элегантность, смелость, власть и уверенность. Изучив от корки до корки наследие Форда, Хокинс создает гардероб на холодный сезон, в котором задает новый вектор в дальнейшем продвижении и тематике бренда. Теперь женские образы обретают не только чувственность, но и явные черты маскулинности. Что видно уже по первому блоку коллекции, где одежда представлена в форменном стиле милитари. Пальто шинели, жакеты-кители, куртки-бушлаты, комбинезон из специально разработанных дизайнером плотных тканей сопровождают акцентные медные пуговицы в 1 или 2 ряда, ремни с металлической пряжкой, воротники-стойки. Характер модных образов определяет и цветовая гамма, от глубокого синего до черного, которые поспешат сменить светлые оттенки песочного, золотистого, топленого молока, серебристо-жемчужного и нежной оливки, с дальнейшим возвращением вновь на подиум черного, плюс еще шоколадного в виде серии одежды из кожи. Ближе к финалу дефиле продолжат сиреневый, бархатный синий и амбициозный фиолетовый. Завершится модное действо очередным лидерством Total Black. Только не воинственным, а соблазнительным, роскошным и дерзким одновременно. Ведь для громкого заключительного аккорда дизайнер приготовил целый арсенал вечерних платьев с разрезами, прозрачными вставками, глубоким декольте либо с открытой спиной, а также несколько так называемых голых нарядов из словно хрустальной сетки. Общее настроение и атмосферу показа, некий тон интриги и очарования Питер Хокинс попытался создать еще до того, как первая модель вышла на подиум. Это удалось сделать с помощью шампанского перед стартом дефиле, яркого луча прожектора, эффектно прорезающего темноту зала, и музыки, сопровождавшей финальные титры фильма «Основной инстинкт». И здесь не случайно в первом ряду среди приглашенных оказалась сама Шерон Стоун. После завершения модного шоу мнения публики разделились. Кто-то называет коллекцию идеальной и для реальной жизни, и для глянцевой картинки. Кому-то линейка образа все еще напоминает прежнего Тома Форда, пусть и не так выражено. А были и те, кто уверен, многое явно нуждается в тщательной доработке, чтобы стать желанным трендом. А ваше мнение, друзья, мы, надеюсь, узнаем из комментариев к видео. Приятного вам просмотра, всем здоровья и красоты, добра, позитива, нескучного дня и солнечного настроения!